Беспилотники под Москвой. Трамп сдал назад, а Урганта проверяет Минюст. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Василий Азаров. Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы начинаем. Американская экономика вздохнула с облегчением. Дональд Трамп приостановил действие новых торговых пошлин, которые ввел на прошлой неделе. По словам президента США, так он отреагировал на обвал американского фондового рынка, который начался сразу после вступления в силу новых тарифов на импорт. За 5 дней биржевые индексы потеряли 10%. Сегодня же акции американских компаний переживают рекордный взлет. Сам 47-й хозяин Белого дома уже успел потерять на этом фоне $500 миллиарда собственного состояния. В Европейском центральном банке тем временем предупредили, что торговая война Трампа может привести к тому, что американский доллар потеряет статус мировой резервной валюты. В Подмосковье сегодня ночью было громко. В Наро-Фоминске пытались сбить беспилотники. Реально, я тебе говорю, подожди, он прям над этим, да? Он прям... Это вертолет, это вертолет! Из-за атаки аэропорты Внуково и Калуги приостанавливали работу. Над Наро-Фоминском работало ПВО. Жители сообщали о звуках взрывов и стрельбы. Позже власти заявили, что в городе уничтожен беспилотник, а о пострадавших и о разрушениях не сообщалось. По данным Минобороны, всего за ночь уничтожено 42 беспилотника над Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областями и аннексированным Крымом. Российские военные ночью снова запустили дроны по Украине. В Киеве и Николаеве есть разрушения, произошли пожары. Есть и пострадавшие. Известно о 2 попавших в больницу жителях Николаева. В Киеве разрушен частный дом. Сгорело нежилое строение. Сегодня утром в столице Украины вновь объявляли тревогу. Сейчас она уже снята. В сети появилось видео, на котором бронетехника ВСУ преодолевает укрепления в Белгородской области. По данным украинских каналов, это видео снято в районе села Демидовка. Линия обороны состояла из рва и бетонных сооружений «Зубы дракона». Когда именно снято это видео, неизвестно, но первые сообщения о прорыве ВСУ в Белгородскую область появились во второй половине марта. В сводках как раз упоминалась Демидовка. Украинские военные по-прежнему остаются в регионе. Въезд для населения в села Краснояружского района закрыт. В то же время российская армия усилила наступление на фронте. Основные усилия предпринимаются в районе Днепропетровской области. Также началось наступление на Харьковскую и Сумскую области. Гражданин Китая, попавший в плен в Украине, мог заплатить крупную взятку, чтобы уехать на фронт. Об этом заявили в ВСУ. Как пишет издание «Украинская правда», один из 2 пленных граждан Китая сообщил, что заплатил 300 тысяч рублей посреднику, чтобы его отправили на фронт в составе российской армии. Мужчина рассказал, что проходил подготовку в Луганской области в составе целой группы соотечественников. Для коммуникации они использовали жесты и мобильный переводчик. Основной мотивацией, по словам мужчины, было российское гражданство и желание стать военным. Некоторые участники группы имели проблемы с законом на родине. Напомню, ранее пресс-служба президента Украины опубликовала видео с пленным, захваченным, как утверждается, в Донецкой области. По словам Владимира Зеленского, вместе с ним был еще один мужчина, их называют гражданами Китая. Официальный Пекин настаивает, что не отправлял свои войска в Украину и требует от своих граждан, цитата, «воздерживаться от участия в военных операциях любых из сторон». В чеченском Очхой-Мартане согнали людей на площадь и заставили смотреть на тело подростка, который несколько дней назад напал там на пост ДПС. Тело силовики бросили на землю перед толпой. Спустя несколько часов, когда люди смогли уйти, оно все еще лежало на проезжей части. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выдворить из Чечни родственников 17-летнего подростка и изъять их имущество за то, что якобы они работают на Украину. 17 апреля 17-летний Эскерхан Хумашев напал с ножом на полицейских на посту ДПС в Очхой-Мартане. Его застрелили, один из силовиков позже скончался в больнице. По данным оппозиционного чеченского телеграм-канала НИСО, не менее 6 членов семьи подростка уже задержали и вывезли из города в неизвестном направлении. Мощный пожар произошел в торговом центре Гринвич в Екатеринбурге. В здании находились люди, их экстренно вывели, никто не пострадал. Столб черного дыма от крыши торгового центра было видно из разных районов города. По данным МЧС, горела часть системы охлаждения и вентиляции, а источником пожара стал электрощиток возле вытяжки. К данному моменту ликвидировано открытое горение, пожарные продолжают работу.
В бурятском вузе поставят спектакль против абортов. Организаторов консультирует дочь бывшего вице-спикера республики. Видео с консультацией появилось в паблике фонда «Радость материнства» во ВКонтакте. Этот фонд поставит спектакль против абортов вместе со студентками Восточно-Сибирского государственного института культуры. Также к работе привлекут психологов. Студенток на видео консультирует Надежда Гершевич. Она возглавляет этот фонд, а также тесно сотрудничает с партией «Единая Россия» и с 2019 года проводит в Бурятии акции и крестные ходы против абортов. Она дочь бывшего спикера Народного хурала Республики Матвея Гершевича. Ивана Урганта могут включить в реестр иноагентов. Телеведущего начал проверять Минюст. Ранее депутат Госдумы Николай Новичков пожаловался на Урганта и потребовал признать его иностранным агентом. Причиной стала публикация РИА Новости о том, что в прошлом году Ургант зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя во Франции. Комментировать происходящее пришлось и самому ведущему. Он заявил, что не собирается уезжать из России и открывать бизнес за границей. После вторжения России в Украину в 2022 году Иван Ургант выступил в соцсетях против войны. После этого его шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира. Ведущий уехал, но позже вернулся и больше не делал политических заявлений. Арсенал обыграл Реал Мадрид со счетом 3-1 в матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Лондоне. А в Париже ПСЖ обыграл Астон Виллу со счетом 3-0. Ответные матчи пройдут на следующей неделе во вторник, 15 апреля. Это были новости в воздух на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Так это видео увидит больше людей. Меня зовут Василий Азаров. До встречи.